Приветствую, уважаемые воины. Вопрос фарма золота для Вары стоит очень остро. А если вы еще играете за танк, так тем более. Пожалуй, Протвар это самый неприспособленный в этом плане вариант. Самый лучший совет это, наверное, будет рекомендация прокачать для фарма мага, ну или паладина, если есть время. Но на самом деле для Протвара все не так грустно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы с вами поговорим об одном интересном способе, который вы вполне можете освоить и получить неплохой доход. Итак, пару слов про АФК прокачку. Существует мнение, что Blizzard этот способ убили, введя платный буст до 58 уровня. Так вот, я вам скажу, что все не так грустно, как кажется. Желающие прокачаться за голд не исчезли. Их меньше, но они есть. Кто-то, возможно, уже израсходовал платный буст, который, если кто не в курсе, один на аккаунт. Кто-то не хочет пользоваться этой услугой, ну а кто-то может качать Дрене или Бладельфа, для которых эта услуга недоступна. Да, до появления этой услуги еще на WoW Classic, я помню, игроки могли при желании немного заработать, покачав лоу-левелов. В тюрьме, монастыре, ну или в Марадоне. То же самое пати в тюрьму собиралось очень быстро. Желающие всегда были, и при цене 3 голды за ран до получения КД на вход вы могли примерно за полчаса получить 60 голды. Ну а через часик можно было повторить. Пожалуй, это был самый распространенный способ, и доступен он был для всех. А вот в монастыре, Марадоне или даже в ЗГ мало кто умел бустить, и люди, которые туда водили, имели очень солидный доход. Но естественно, это были маги, только маги, и никто кроме магов не мог заниматься таким фармом. С выходом БК ситуация изменилась. В компанию к магам добавились паладины, которые великолепно освоили бустинг в Стратхольме. Конечно же, речь о протпалах, которые благодаря своей уникальной механике могли собирать огромное количество паков и довольно быстро их убивать. Цена такой прокачки довольно высокая, от 15 голды за ран. В связи с чем возникает вопрос, а Протвар так может? Представьте себе, может. Не так хорошо, как паладин, конечно, но может. По поводу Стратхольма я могу сказать так. Слишком много всего нужно, чтобы конкурировать с паладином, и для меня этот вариант не самый привлекательный, поскольку ДПС у Вара в 2 раза меньше, чем у Пала, и соответственно зачищает он страт в 2 раза медленнее. К тому же есть сложности в плане дебафов, которые Пал легко снимает, а у Вара только вариант закупать химию. В общем, страт я пока откладываю в сторонку, а сегодня расскажу вам про Алый Монастырь. Цены на прокачку Скарлетти тоже весьма неплохие. Я отмечу, что бустеры просят за ран от 5 до 10 голды. Учитывая, что кафедрал чистится менее чем за 10 минут, вариант неплохой. Давайте перейдем непосредственно к практике. Итак, прежде всего, что нам нужно? А нужно нам много чего. Начнем по порядку. Самая важная деталь это щит, с помощью которого будет наноситься большая часть ДПС. Лучший вариант это, конечно же, инженерский реактивный диск, который при танковании большой группы мобов наносит огромный урон. Если у вас он сохранился еще с ванилы, отлично. Если нет, то не проблема. Существует более скромный аналог за репутацию со Спаригаром. Да, он дамажит скромнее, но у него есть ряд преимуществ перед реактивным диском. Во-первых, он дешевле. Диск науки лежит от 700 голды, что, согласитесь, много. И ломается он очень быстро. Соответственно, покупать несколько дисков для фарма, это неразумно. Что это за фарм такой? Во-вторых, не так-то просто найти того, кто его скрафтит, поскольку это рарный рецепт из Molten Core. Поэтому забыли. Спаригарский щит покупается при достижении репа уважения. Репа фармится быстро на повторяющемся квесте за убийство Наг. Один квест дает около 800 репутаций, и до уважения можно качнуть за час, максимум за 2. Щит покупается за 15 грибов огнешляпок, которые можно собрать самому, а можно купить на аукционе. Стоят они сущие копейки, около 20 серебра. Рекомендую купить несколько щитов, потому как щиты быстро ломаются. Одного щита хватает максимум на 2 рана, а бегать каждый раз чиниться, это, конечно, не вариант. На щит вешаем шипы. Опять же, элемент экономии. Самый топовый вариант это, конечно, шип оскверненного железа, но это дорого. Стоит он около 200 голд. А если у вас 5 или даже 10 щитов, то выйдет серьезная сумма. Возьмите из шипов что-то попроще. Например, мифриловый. Стоит 5 голды, а дамажит где-то процентов на 30 меньше. К тому же основной урон будет идти не с шипов, а именно с бонуса щита. Так что шипы это второстепенное. Далее. Вы, конечно же, собрали себе хотя бы 2 куска Т4. Есть? Отлично. Сет бонус дает нам 200 абсорба с парирования. А при танковании пару сотен мобов, уверяю вас, парировать вы будете каждую секунду.
и, соответственно, будете бессмертен, даже при относительно скромной экипировке. Для Скарлетта это, конечно, не архиважно, а вот если рискнете замахнуться на страт, там этот сет-бонус очень разрешает и дает воину гораздо больше живучести, чем у паладина. Далее в разрушенных залах с Каргата падает довольно читовая тринька, которая дает отхил с каждого блока. Соответственно, при танковании большой группы мобов менее чем за 20 секунд эта тринь восстановит здоровье на фулл. Этого вполне достаточно для монастыря. Ну, для фарма страта рекомендую сходить еще в ботанику и выбить с первого босса меч, который имеет эффект отхила при относительно высокой скорости атаки. Для укрепления эффекта повесьте рыцарь. Хилит, конечно, мало, но, как говорится, чем богато. Учитывая тот факт, что вару хилиться больше нечем, то эти предметы ситуацию немного наладят. Сразу отвечу на вопрос. Надо ли одевать предметы с эффектом отражения урона? Ну, такие как, например, сущность чистого пламени с Рагнароса, кольцо с БРД или плеч с ЛибРС? Нет. В данном случае они бесполезны, поскольку весь урон будет парироваться, блокироваться, уходить в уклонение. Вместо этого рекомендую загириться больше на блок рейтинг, если есть такая возможность. Ну и все. Ставим наших нубиков в начале инста и начинаем пул. Выстрел в босса агрит весь собор, на выходе собираем оставшиеся балконы, подводим паки к началу, сбиваемся в угол и, собственно, жмем АОЕ ротацию. Клиф, Тандерклап, разрушение для более частого прока меча. Как вариант, можно добавить еду драконьего дыхания. Ну, не обязательно, она очень слабая. Ну, если недорого лежит на аукционе, почему нет? Пак убивается примерно минуты за 4. Лутается и настресетится и по новой. Следите за щитами, они очень быстро ломаются. А босс часто и выйдет, так что не факт, что синий лут удастся получить. Вот такие дела. Ставьте лайк, если понравилось данное видео и хотелось бы побольше подобных советов. Подписывайтесь на канал и до встречи.